Здравствуйте, друзья! Спасибо, что смотрите мой канал «Дом и сад» Александра Миллер, ставите лайки и делитесь видео в соцсетях. Я вам за это очень благодарна. В этом видео хочу рассказать, как ухаживать за малиной летом, что делать с молодыми побегами, можно ли обрезать малину летом, например, в августе, и когда укорачивать побеги малины. Также немного затрону тему, нужна ли прищипка малины и чем подкормить малину во время цветения и плодоношения. Это видео я снимаю 6 июля. К этому времени в моем малиннике уже было 2 сбора малины. Но это только начало созревания и плодоношения ценной ягоды. Надеюсь, видео будет вам полезно. У меня малина ремонтантная, 2 сорта. Первый сбор малины стартует, как только заканчивается плодоношение клубники. Это очень благодарная в плане урожая ягода, если за ней хорошо ухаживать. Перед плодоношением, чтобы урожай был хорошим, ягодники очень нуждаются в поливах. Я бы сказала, что нужны обильные поливы с добавлением полноценных подкормок. Я поливаю малину часто, 2-3 раза в неделю, потому что у нас песчаные грунты, которые плохо держат влагу. В период плодоношения полив обязателен после каждого сбора ягод, чтобы растение быстрее восстанавливалось для следующего налива малины. Урожай малины созревает довольно продолжительный период – 20-40 дней, поэтому надо основательно подготовиться и постараться, чтобы получить хороший урожай. Уход за малиной летом – дело не хлопотное, но нужное. Что делать с молодыми побегами малины? Первым делом мы удаляем отростки или молодые побеги, которые загущают ленточные посадки. Это прореживание похоже по своему значению на посынкование томатов. Оно поможет сохранить питательные вещества, которые были потрачены при осенней посадке и весенней подкормке. Молодая поросль должна быть удалена. Обычно это делается в несколько подходов, как и в посынковании. На каждом погонном метре следует оставить до 15 мощных толстых побегов, которые будут давать текущий урожай. Как вариант, молодые побеги, которые следует удалить, можно аккуратно выкопать и в дальнейшем продать или посадить в другом месте. Чем тоньше по толщине стебля побег, тем он лучше приживается на новом месте при затенении и хорошем поливе. Следующий шаг, или как сейчас модно называть агроприем, на пути к хорошему урожаю – рыхление междурядий, чтобы корневая система получала необходимый кислород. Сорняки надо удалять, а малину мульчировать. Я мульчирую ягодник особым способом. Все выполотые сорняки, остатки томата после посынкования, ботва редиса, переросшие салаты, луковые перья – все это работает как мульча в моем малиннике. Еще 2 вопроса, которые волнуют многих огородников и садоводов. Когда укорачивать побеги малины и можно ли обрезать малину летом? Укорачивание малины обычно делается выборочно. Весной. Для сортов со слабым приростом, когда побегов мало. Обычно удаляются верхушки побегов. Летом я побеги не укорачиваю и не прищипываю. Я обрезаю летом лишь старые, одревесневшие, полностью отплодоносившие побеги. Делаю это секатором после завершения сбора ягод. Молодые побеги у ремонтантной малины еще будут плодоносить осенью. И все, что малина собрала ценного в листьях, она со временем отдаст плоды. Лишь тогда биохимические процессы будут завершены, и растение полностью будет готово к осенней обрезке и зимовке. Если малину обрезать летом, часть питания будет безвозвратно утеряна для растения, что плохо скажется и на урожае следующего года. Несколько слов о прищипке малины. Прищипка – хороший агроприем, если вы хотите сделать урожай больше, но в ней есть существенный недостаток. После прищипывания отрастающих побегов, которые готовятся к плодоношению, фактически уничтожаются цветочные почки малины, которые должны образовать цветоносы, что будут плодоносить первыми. Далее, после прищипывания, начнется образование и ветвление боковых побегов. Затем уже на этих побегах тоже образуются цветочные почки, которые превращаются в цветы и, наконец, в завязи будущих ягод. По факту мы, чтобы добиться большего урожая, отодвигаем во времени начало плодоношения и довольно значительно, на 1-2 недели.
В итоге урожай тоже задерживается минимум на пару недель, а если лето в вашей климатической зоне короткое, малина может и вовсе не созреть, ягоды так и останутся щуплыми и зелеными. Что тут сказать? Решать, делать прищипку малины или нет, как всегда, начальнику малинника, то есть вам. И, наконец, третий шаг в уходе за малиной летом – подкормка. В период формирования ягод нужна сбалансированная, полноценная подкормка. От этого зависит и качество, и количество урожая ягод малины. Но об этом я расскажу уже в следующем видео. Хорошего урожая! Не забудьте поставить лайк, если видео оказалось для вас полезно, а также поделиться им в соцсетях, чтобы и другие ценители малины смогли узнать об уходе за малиной летом. Спасибо за просмотр!